Вот очень много такого плана магазинов, продают вот такие, как называется, абайи и платки разные, очень много. Не так давно Оксана задала вопрос, так ли все, как говорится, в Египте плохо, что никто не занимается, нет ни у кого никаких хобби. И есть ли у людей вообще здесь какие-то хобби и увлечения. Вот. И я как бы думала, что как бы, кто может быть, и вспомнила одного человека, который занимается коллекционированием. То есть сейчас у него свой магазин, а раньше он, ну и в принципе сейчас он продолжает заниматься коллекционированием. Занимался он, изначально он начал с того, что он коллекционировал фотоаппараты, а когда уже весь дом заполнился фотоаппаратами, он, соответственно, уже открыл свой магазин. И сейчас зайдем посмотрим. Сейчас пока закрыто, он пока, видимо, закрыто на молитву. Во время молитвы закрываются все магазины, ну не все, имеется в виду те, кто молится. Вот. Ну сейчас посмотрим, подождем. Ну вот мы сейчас обнаружили, что хозяин пришел. Вот тот человек, который я говорила, который занимается коллекционированием. Он увлекается коллекционированием фотоаппаратом. Вот сейчас он пришел, и сейчас мы у него спросим. Это ведь коллекционинг камера, صح؟ من زمان. طبعا في ناس بتحبيه كمان يعني في collecting يعني انت collecting زمان كاميرا وبعده وفتحت محل. في بقى ناس حسنة الرياضة. Нес кто-то любит заниматься спортом, кто-то любит коллекционировать лошадей, как я раньше сказала. Тюр, хамем, коллекционируют люди птиц, в частности, голуби. في صيد، بس بتحب الصيد. صيد fishing. Ну есть те, кто занимается непосредственно рыбалкой. То есть في مصر ناس في حاجة хобби بتحبوا عمل حاجة هو في حاجات كتير. خلي بالك في واحدة ممكن تقعد تقول ما يشحنش دي بتاعت ايفون. شباب الجيل الجديد ده لا شوية مش مهتمة بحاجة بلاي ستيشن بس. То есть молодежь любит только PlayStation. Понятно. لكن الناس الكبيرة كده في حاجات كتير، في اهتمامات كتير. Ну вот сейчас мы посмотрим. Нас как раз пригласили зайти, и мы можем снять. Да? Вот он занимается коллекционированием, у него много различных вещей, и в частности вот он занимается коллекционированием камер. Вот. Много всякого всего. Вот, а вот здесь вот старые книжки. Это марки, старые книжки старинные. Тут альбомы с марками стоят. Ну, немного тоже есть. Вот здесь картина. То есть я собираю то, что по возможности, когда у меня появляется возможность, я что-то покупаю. Оксана также спросила, связано ли хобби с материальным статусом. Конечно же, связаны, потому что одно дело, это, как говорится, собирать открытки, а другое дело, как говорится, заниматься коллекционированием лошадей или заниматься коллекционированием там, или заниматься каким-то дорогим видом спорта, конечно же, требует определенных вложений. Вот, конечно же, хобби, они зависят от материального статуса. Но я думаю, в принципе, возможно, как и везде. Заниматься антиквариатом сейчас в Египте достаточно сложно, потому что, во-первых, стоимость выросла за авиаперевозку, то есть пересылка каких-то вещей из Европы, она стала намного дороже, и люди просто перестали возить сюда антиквариат. Но есть, продается антиквариат, который здесь, соответственно,
уже с давних пор здесь есть. Также есть определенно какие-то старинные вещи египетские. Вот. Это то, что касается антиквариата. Оксана Кошка задавала вопрос по поводу моды здесь египетской, как женщины здесь за собой, я так понимаю, ухаживают, как они, что они носят, я так понимаю. Тут очень много такого плана магазинов, продают вот такие, как называется, абайи и платки разные, очень много. Также много различной бижутерии продается, то есть они носят также большое количество бижутерии и, соответственно, золото, конечно. Я знаю, что носят как бы египетские женщины, девушки. Я представляю, какая у них приблизительно мода. Вот. И мне это, честно говоря, не очень интересно, и мне это не нравится. А носят они, как бы, девушки носят джинсы, носят юбки длинные, носят руки, значит, шея должна быть обязательно закрыта у мусульманок, руки закрыты полностью, голова покрыта полностью. Вот. Но они используют достаточно много косметики, используют много различной бижутерии, подбирают, предположим, одежду в тон. То есть там сумка сочетается там с другим предметом гардероба, или туфли подобраны под цвет хиджаба, предположим, платка. Ну, то есть они как бы, у них есть определенная мода, которой они следуют, у них тоже есть какие-то там модные штучки, но, как говорится, мне, честно говоря, это не очень интересно. Я могу пройтись, в принципе, отдельно по магазинам и показать, какая у них одежда. Напомню, что одежда у них для женщин именно выбор достаточно скудный, вот, потому что так как женщины у них не выездные, женщины отдельно никуда перемещаться сами не могут. То есть за товаром в другие страны, там в Турцию, еще куда-то ездят, соответственно, кто ездит? Мужчины. И, соответственно, понятно, как мужчина подбирает, как мужчина может подобрать что-то для женщины. Поэтому товары такие достаточно странные, они как бы, как сказать, полярные товары, вот, женские. Очень много женского белья продается, то есть всякие там сорочки, лифчики, бюстгальтера, трусы, потом какие-то, много всякого нижнего белья, и также много каких-то вот там платья, вот эти мусульманские абайи, какие-то там они с разными узорами, то есть абсолютно полярные, либо, как говорится, лифчики с трусами, либо полностью закрытые абайи, хиджабы и так далее. То есть каких-то серединных вариантов очень мало, и они, как правило, не очень интересные. Вот, качество, соответственно, одежды тоже оставляет желать лучшего. Вот. Хорошим у них здесь считается одежда из Турции, то, что привозится. Опять же, модельный ряд, так как его привозят мужчины, очень такой вульгарный, я бы сказала. Вот. Туфли, также обувь очень некачественная, очень много обуви, так как, соответственно, обувь тоже, наверное, привозят мужчины, очень много такой вот обуви на таких здоровых каблуках, в которые ходить вообще невозможно. Либо совсем на танкетке, либо на каблуках. Вот, качество обуви, соответственно, тоже очень паршивое, и поэтому, как говорится, если кто-то, то есть вот, если покупаешь обувь, там можно покупать только там, вот есть какие-то здесь бренды продают, предположим, Adidas продают Nike, есть магазины Timberland. Ну, короче, вот если нужно покупать, если нужно купить хорошую обувь можно купить только, как говорится, нормальных производителей. Вся остальная обувь жуткого качества, носить ее невозможно, ноги от нее болят, так как климат здесь достаточно жаркий, обувь должна быть хорошая. А именно египетского какого-то производства, какой-то качественной обуви здесь нет. Есть пара компаний египетских, которые производят обувь. Это Кобас, есть компания, еще есть какая-то компания. Но обувь тяжелая, ее носить невозможно. По поводу салонов красоты,
Я думаю, что многие со мной согласятся, кто здесь живут. Эти салоны, египетские салоны эти лучше, как говорится, не посещать, потому что они понятия не имеют вообще ни о косметологии, ни о том, как ухаживать за волосами. И все делают, я просто видела, как делают египтянкам, волосы все пережигают, жуткое зрелище, все таким каким-то происходит кустарным способом. Нет, может быть, где-то в отелях там есть какие-то салоны, я просто не в курсе, но то, что вот по городу все очень выглядит достаточно кустарно. Маникюр, педикюр также здесь сделала, качество очень жуткое. Как говорится, лучше самой сделать, потому что очень все кустарно и как бы непрофессионально. Конечно, наши профессиональные девушки, женщины, которые делают маникюр и педикюр, они, конечно, в корне отличаются. Но я думаю, что это не только к Египту относится, это также относится и к Америке, и к другим странам. Наши профессиональные люди, женщины, которые делают маникюр и педикюр, и я думаю, что и по остальным видам косметологии намного лучше, чем в любых других странах. Это, кстати, не касается только Египта. Вот такая информация. Так что если маникюр, педикюр, то только, наверное, в Каире. И есть наши мастера, кто работает, девушки, в Шарм-эль-Шейхе, конечно, в Хургаде есть много салонов и делают прекрасно. Я вот видела, очень хорошо делают. Вот я думаю, что с волосами та же самая вещь и со всеми остальными как бы делами для девушек и женщин. Так, какие еще вопросы были? Я думаю, что вот так вот на сегодня все. Я думаю, что на сегодня хватит. Будет еще следующее видео. В следующем видео я расскажу о том, что делать нельзя в Египте, запрещено. Как-то, может быть, постараюсь раскрыть эту больше тему. На улице сейчас достаточно жарко, то есть днем мы практически не выходим, уже в 8:30 утра уже больше 30 градусов, очень жарко на улице. То есть можно выходить на улицу только где-то после 4 часов дня, после 4-5 часов дня. Даже днем очень нереально, очень жарко.